Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши замечательные комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Какой он меня видит? Сегодня мы рассмотрим, какой вас видит мужчина, о котором вы думаете. Какая вы в его глазах? Для начала, девочки, сделаю, пожалуй, его сигнификацию загаданного вами мужчины. Если резонирует, срезонирует, да, вы его узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Сейчас, пожалуйста, о нем подумайте. Вспомните его глаза, улыбку, его тембр голоса. Назовите его имя. Какой он? Какой мужчина? Ясно, солнышко. Принц. Прям вспомнила фильм «Иван Васильевич меняет профессию», да? Приятно познакомиться, царь. Ясно, солнышко, принц. Так, какой мужчина? Амбициозный. Так, мораль, белый ворон. Карта интересная, нестандартно. А ну-ка, ну-ка, уже интересно. Так, белая ворона, это он? Белая ворона, это скорее вы? Нет, о чем это белая ворона? Интересно. Мораль, это его характеристика. Нет, это женская. Так, девочки, сейчас буду докладывать. Начали. На него, на этого мужчины характеристика по солнышку очень яркий, привлекательный, может наладить контакт с любым человеком, выстроить коммуникацию, если ему нужно, да, знает, может быть, как компания, там, анекдот рассказать, в общем, его рады всегда видеть. Так, по солнышку, в принципе, и, может быть, и общительный, и такой, как вам сказать, ну, насчет жизнерадостного, да, это тоже может быть. Может быть эгоистичным. Но такой эгоизм, скорее, часто как у ребенка маленького. Вот топ-топ-ту ногой хочу, вот именно в этот момент, именно эту женщину, и все. Так, по принцу. Ну, принц, и следующая карта, тут какие-то у него планы. Повторюсь, амбициозный мужчина, который уже обладает, может быть, скажем так, опыт, может быть, материальным какие-то уже у него багаж, яхты, пароходы. У кого-то должность, там, ну, там, карьерная, там, уже не знаю, перспективы, да, карьерного какого-то роста. Человек, который вряд ли тут будет сидеть на одном месте и ограничиваться тем, что у него есть. Как минимум он строит планы тут, и повторюсь, они такие, довольно-таки, ну, скажем так, ну, амбициозные, по-другому никак не скажу. По принцу может быть не свободен, где-то иногда может быть, вот сочетает как-то в себе, многие вы видят по принцу довольно-таки успешным, человек, который там достиг чего-либо, и в перспективе может еще как бы эту планочку поднять и переплюнуть самого себя, стать лучшей версией самого себя. Человек, скорее всего, для которого очень важно вот это социальное о нем мнение, впечатление. В свое время он хорошо над этим поработал. Знаете, как это выражение, первые там какие-то годы, первую половину жизни мы работаем над этим имиджем, его создаем, и вторую половину жизни этот имидж работает на нас. Вот тут что-то такое. По крайней мере, он может над этим раздумывать
и применять это вот как-то так, использовать это. При этом в нем сочетается по солнцу, может быть, открытый, как ребенок, радоваться чему-то. Вот так как-то умеет сочетать. Повторюсь, такой веселый, компанейский. Там, позвони ему в 2 часа ночи, ну понятно, не любой, да. Если вот дружбан какой-то там позвонит и скажет: все, завтра едем на рыбалку, может собраться и уехать на рыбалку. Но если ему там предстоит какая-то там грандиозная сделка, там, уж не знаю, то он максимум усилий туда направит, и все провернет, и все будет хорошо. Так, при этом тут дальше вот начинается. Спросила, тут карта мораль, белая ворона и карта сердца. Уточнила, мораль это не на него, мораль это какая-то полили женщина. Женщина прекрасная, как цветок. Ну тут же еще чистота. И отчасти тут как будто бы женщина какая-то его зацепила. Женщина его заинтересовала, назовем это так. Рядом с ней он себя почувствовал, ну, где-то белой вороной. И для него это вот именно вот какие-то ощущения, которые, чувства, да, не знаю, эмоции, которые он не испытал. Ну, можно сказать, это даже влюбленность, да, не буду говорить любовь, хотя можно сказать и любовь даже какая-то. Он это все испытал, но тут вот эти карты говорят о том, что он почему-то себе это не может позволить. Он сознательно в себе это гасит, вот эту любовь какую-то, привязанность. Вот мне так идет. Почему? Потому что сразу я спрашиваю, белая ворона, кто вы? Тут скорее он сам себя почувствовал, знаете, белой вороной, и как будто бы то ли в уже каком-то, вот у него там есть выстроенный его там быт, зона комфорта, ритм жизни, да, может быть, там, не знаю, что там у него, бизнес на супруге, если он не свободен. Как будто бы у него, он говорит, у меня руки связаны, видите, привязанные, руки связаны. И как будто даже бесплодно пытаться мне вот то ли поменять эту мою жизнь. Ну, отчасти человек, может, даже и не готов это менять, да, давайте так честно скажем. Тут огромное имеет значение. Ну, тут смотрите, карта радуга. С одной стороны, вот, допустим, эмоции какие-то давали ему вот это наполнение, вот, ну, любовь, да, допустим, этой женщине, к этой женщине, вот эти вот все какие-то там эйфория, вот этот, может, накал страстей какой-то. С одной стороны, да, это идет ощущение того, что эта женщина может закрыть все мои потребности, но с другой стороны, это у кого-то на чаше весов, карта якорь, это материальная стабильность, это реальный мир. Вот тут как-то так. Тут я не буду говорить, что у него тут биполярка, но как-то так, знаете, он как будто бы говорит, если я буду с этой женщиной, я буду где-то как белая ворона. Не знаю, о чем это. Это, знаете, как будто бы он противоречит где-то, вот у него какая-то часть его самого, и вот он может говорить, да, это все здорово, эти эмоции я действительно испытываю, я благодарен, допустим, этой женщине, но у меня есть какие-то ограничения, у меня есть связывающие факторы, у меня очень много «но». Вот эти вот какие-то планы по поводу, я спросила по поводу женщины, он говорит, это здорово, это женщина как подарок, но тут из этого подарка выпрыгивает злобный клоун, и это не в отношении, допустим, вас или какой-то другой женщине, это в отношении этих планов, которые он, может быть, там и хотел бы простроить, но он говорит, я не могу это себе позволить. И тут вот это сердце, и тут дальше карта лед. Человек сам охлаждает, человек сам замораживает это все, останавливает себя. Ну, какая-то такая история, знаете, как будто бы человек не верит тут в какой-то хэппи-энд. Извините, воды попила. Живет как будто бы в каком-то очень реальном мире. Не буду говорить жестком, не жестком, но он в нем научился жить. Не то, что там даже выживать. То, скорее всего, даже процветает. И как будто бы он говорит, если я вот оставлю эту любовь, буду ведом этой любовью, я тут буду как белая ворона. Подпишись на канал и поставь лайк.
Если узнали мужчину, похоже на него, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какой он меня видит? Какой он вас видит? Какой он вас видит? Какой он вас видит? Какой он вас видит? Так, возьмем эротическую, да, колоду Монару. Какой он вас видит? Дабы было интересней. Так, начинаем. Какой он вас видит? Расклад действительно актуален в то время, когда вы открыли. Интересно. Так, девочки, ну все то, что вышло, я все читаю. Смотрите, первая карта говорит о том, что в прошлом у вас были очень какие-то, ну, не буду говорить тяжелые времена, переживания. Вы были в состоянии таком. Эта карта сродни по карте повешенной, да, это ситуация, где вы стали жертвой взаимоотношений. Карта невозможно, то есть где-то вы очень страдали, пострадали из-за невозможности построения этих отношений. Как будто бы, может быть, вы влюбились, искренне надеялись до последнего, что вы сможете, да, вдвоем быть. Ну, тут как-то так, как будто бы в прошлом женщине нанесли, ну, прям какие-то раны. Тут под низом еще десятка мечей. У кого-то прям состояние такое было, знаете, депрессия, не депрессия, ну, капец. Мир рухнул в один момент. Так вот, вот из такого состояния вы вышли, уже вышли. Он видит вас, женщина, которая после вот такого потрясения, она смогла сейчас по карте свобода расправить эти крылья. И какое-то длительное время он для вас был, тут карта господин. Знаете, тут у этого мужчины еще такое самомнение, будь здоров. Он считал себя в чем-то, ну, не буду говорить выше вас. Тут как будто бы он управляет ситуацией, он имеет над вами власть. Он где-то чувствовал себя, ну, знаете, главным в ваших отношениях. Опять-таки, может быть, имел какие-то рычаги управления. Может быть, вот это вот считывал вашу слишком какую-то заинтересованность в нем. Где-то вы его, девочки, поставили на пьедестал, где-то он ощутил себя господином, владыкой, да. В
по крайней мере, этих взаимоотношений, этой ситуации какой-то. Но это уже время прошло, как будто бы. Он говорит, время прошло. Время прошло, когда я был этим господином, когда был для нее тем единственным, может быть, на котором свет клином сошелся. Вот тут вот так вот. Так, карта маяк. Мы вообще о вас смотрим, да? То есть какой он вас видит? Он видит вас по карте маяк женщины, которая для него все равно, как бы там ни было, расстались вы, не расстались. Ваш свет какой-то, внутренний свет, это ваши какие-то моральные качества, это, ну, может быть, ваше умение и желание приходить на помощь. Ну, тут отчасти, девочки, тоже проигрывается. Тут карта, смотрите, спасатель и женщина, да, с этим, в этом алом плаще. То есть это тоже вы задумаетесь. Он вас отчасти, может, такой считывает. Женщина, которая всегда придет на помощь. Тоже в этом есть нюансы. Но при этом, знаете, как будто бы он о вас сейчас, может быть, узнает какие-то у него обрывочные там сведения от вас. А тут карта письмо о вас, как будто бы кто-то может, ну, не знаю, сообщил, узнал каким-то образом. Карта княгиня. Женщина достойная во всех смыслах. Тут корона на голове. Кто-то из вас замужем. Видит вас материально обеспеченной. По крайней мере, вы не нуждаетесь. В нем вы точно сейчас как будто не нуждаетесь. Вот тут это вот закономерность есть такая какая-то. Освободились вы. Свобода от зависимых отношений, созависимых. Свобода от какой-то такой печальной истории, где отношения, может быть, изначально или неправильно были выстроены, да, или как будто бы двое сошлись не в то время, не в том месте, вот как будто бы, или же отношения трудно реализуемые или порицаемые в обществе, то есть там четырехугольники, трехугольники, там наличие еще каких-то недоразведенных, еще что-нибудь, ну, в общем, какие-то такие форматы, которые приносят боль, разрушение, ну, где-то токсичные. Для вас это было настолько, эта карта как утопленник, для вас это было настолько такая болезненная ситуация, от которой тут многие вообще не отправились никогда. А у вас, вот вы, он видит вас, время прошло, он утратил как будто бы власть над вами. Он уже не господин, не ваш господин и не этой ситуации. Вы крылья расправили. Тут раз эта карта говорит об этом. И тут как будто бы на него тоже доходят какие-то сведения по поводу вас. Тут у вас все материалки, ну, стабильно, он видит вас. Смотрите, княгиня, тут где-то какие-то украшения у нее, платье, бархат какой-то. Ну, в общем, ни в чем себе вы не отказываете, все у вас хорошо, цену себе знаете. И карта полет. Тут крылья расправили, тут карта полет. У кого-то вообще ситуация с ним вас смогла подтолкнуть к, ну, уже не знаю, там, к реализации, воплощению своих каких-то дремавших каких-то мечт, да, вы там, допустим, и не думали, не догадывались о том, что вы амбициозны, и жили спокойно в каком-то своем болотце, да, а тут бабах, может быть, вот этот стресс, который с ним связан, вас сподвинул к тому, чтобы, может быть, реализовывать, повторю, свои какие-то планы, мечты. Подпишись на канал и поставь лайк. В любом случае, карта полет характеризует вас. Это как будто бы ему о вас говорят, что вы там, может быть, новые какие-то там осваиваете, уж не знаю, горизонты, да, новые профессии, может быть, опять-таки, повышаете квалификацию. Ну, как-то готовы улучшить свою жизнь, как качественно, ну, понятно, улучшаемо. Вот тут как-то так вот у вас. При этом, какой он вас видит? Он видит вас женщиной, которая научилась. Тут карта, видите, человек медитирует, да, гармонию, приводит в себя свои мысли, свое тело. Он вас видит женщина, которая кто-то занялся, ну, ментальным здоровьем, да, берет себя в руки во всех смыслах, кто-то физически улучшает форму, ну, о здоровье своем беспокоится. Тут по десятке мечей, тут было действительно тяжело вам, он это все осознает.
это точка, это как будто бы это точка невозврата, ну, разрушения какие-то такие глобальные. Но у вас видит женщина, которая сумела вот взять все под контроль. И где-то философски, да, как будто бы вы относитесь, может быть, уже к создавшейся ситуации. Как будто все течет, все меняется. По колесу фортуны где-то, может быть, даже он видит вас женщиной, которая допускает, что вы можете через время встретиться, но встретиться не для того, чтобы там, может быть, создать что-то, а может быть, уже в новом каком-то, ну, образе вы будете, в новом амплуа. И, соответственно, ваши взаимоотношения, я не говорю тут любовные, у кого-то элементарно просто общение уже будет протекать, происходить совершенно по-другому. Он уж точно не будет господином в этих ваших каких-то там, не знаю, во время ваших встреч, во время вашего какого-то общения. Сплетни какие-то ему опять-таки доходят по поводу карты Z, там, звезда, вас видят, о вас рассказывают. Тут звезда какая-то местная, не местная. Звезда это интеллект, звезда это мечты, амбиции, это таланты. Звезда это внешне привлекательная. Девочка, которая подняла планочку для себя. Но тут не для того, чтобы там кому-то что-то доказать. Как будто бы женщина занялась своей жизнью. Конкретно. Вот так вот. Почему? И это как будто бы о вас говорят. И ему тут периодически, вот эта карта колесо фортуны, это говорит о том, что периодически о вас какие-то ему вбросы. Много сплетен о вас. Но при этом я не могу сказать, что это сплетни какие-то негативные. Вот. Тут письмо по поводу полета. Крылья расправили. Где-то. Ну, другими словами, пытайтесь радоваться жизни. Тут карта звезда тоже бы отряхнулась, подняла голову вверх, подбородочек высоко и пошла, да, вперед. Так, карта мудрость. Вот тут где-то, может быть, даже видит вас женщина, которая сочетание, смотрите, карта мудрость, спасатель, преграды. Тут карта ребенка, видите, как сидит ребенок, ну, девочка, да, и развязанные ботинки, шнурки, как будто бы эта карта, она примерно таки читается, как карта, ну, как хотел сказать, так нежно-ласково, ну, инфантильного человека, человек, который по большому счету может довольствоваться тем, что у него есть, не берет ответственность в полной мере за свою жизнь, за построение каких-то взаимоотношений. Ну, не готов он как будто бы каким-то еще взрослым проявлением. Так вот, и тут вот эта карта другая еще, сейчас расскажу. Вот, тут какую-то он видит трансформацию огромную, которая у вас произошла. И это все заслуга вас, девочки. Тут не думаю, что он тут все приписывает какие-то заслуги. Карта звезда. Это, знаете, это такой потенциал, это такой уровень, вы такую планку какую-то подняли. По карте мудрость, может быть, резко в момент стали мудрой. Ну, тут что-то вас сподвигло, да, скажем так, болезненный опыт у кого-то тут конкретно. Тут увлечение у кого-то эзотерикой, психологией. Тут какая-то информация, очень много информации такой, в один момент как получена. И она не просто получена, вы ее переработали, вы ее начали применять. Тут практически применяете для улучшения своей жизни, для осознания, почему это с вами произошла ситуация. Где вы там, скажем так, может, давали шансы, которые не должны были давать. Где вы там как-то так себя проявляли, что позволило, допустим, этому мужчине почувствовать себя господином. Но где-то, может быть, вы сами себя обесценили, где-то, ну, ладно, не буду тут уже наговаривать, где-то, может, вот этот комплекс спасателя у вас с детства, там, не знаю, уж, может быть, родовые программы на примере мамы, еще что-нибудь. Вот тут такое, девочки. Так вот, какой он вас видит? Он видит вас женщину, которая сейчас вот проработала или в процессе прорабатывания вот этого комплекса спасателя, где вы, вот карта преграды еще, может быть, берете на себя слишком много, знаете, какой-то, не то что там ответственности в плане спасаете, это входите в отношения с какими-то, допустим, мужчинами проблемными, которые изначально не совсем созданы для семьи. Или отношения то же самое, если мужчина не свободен,
и он, допустим, да, вот жена, да, у него там недоразведен, то это уже тоже какой-то такой, знаете, маячок, ну, как будто бы с ним не нужно было связываться или уж пытаться выстроить те форматы, которые он не мог дать. Тут что-то такое, как будто бы вы вот эту мудрость какую-то нарабатываете, при этом эта мудрость, вы ее применяете для чего? Для того, чтобы выйти из позиции вот этого, повторюсь, как инфантильного ребенка, человека, который всем доволен, плывет по течению, где-то особо даже не претендует на то, чтобы его жизнь там улучшалась. Нет, тут как будто бы вы четко уже понимаете, так как раньше не будет. Ну и вот, повторюсь, вас как будто сподвигает вот тут то, что с вами произошло, к улучшению этой своей жизни, к запросу на это улучшение. И какой он вас видит женщиной. Смотрите, последняя карта. Видите, тут роскошная, красивая такая идет женщина. Подняла юбку и показывает пятую точку. И оборачивается и смотрит, а за ней идет толпа мужчин. Не он один за вами наблюдает. Видите, вас женщина, которая где-то осознает свою привлекательность, при этом такая манкая, но она как ускользает. По большому счету, за вами, повторюсь, наблюдает тут множество этих мужчин. Может быть, обсуждают вас, ваши какие-то тут внешние данные. И он считывает вас женщина, которая сейчас ведет какую-то игру. При этом уже такого нет. Да, дотянись рукой твоя. Нет. Тут если ты захочешь такой женщине приблизиться, ты должен как минимум шаги какие-то совершать. А если ты планируешь эту женщину завоевать, заинтересовать, тебе придется приложить усилия какие-то. Вот тут вот как-то так. И ты будешь не один, тут конкуренция еще. Вот такой он вас видит. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.